Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про сверхширокоугольный объектив Laowa 7,5 мм f2 для системы микро 4 третьих. Я немножко приболел, поэтому, скорее всего, у меня сейчас рожа красная, особенно вокруг носа. Говорю, наверное, очень странно, возможно, хриплю или в нос как-то разговариваю, но, тем не менее, какое-то жалкое ОРВИ не остановит меня от записи видео, когда я захотел его записать. Этот очень интересный объектив прислал мне подписчик из другого города, и за это ему от меня большая благодарность. А я как раз, пользуясь случаем, хочу напомнить, что если у вас есть какая-то интересная техника, и вы хотели бы услышать мое мнение о ней, то можете абсолютно смело в СПБ мне ее вручить просто в руки, да, я там потестирую какое-то время, там недельку-две, может быть, да, и вам верну совершенно в целости и сохранности. Ссылки на мои контакты в Инстаграме или там ВКонтакте есть в описании. Также напомню, что если у вас есть желание поддержать канал финансово, можете подписаться на мой Boosty. Ссылка также есть в описании. Но не будем отвлекаться, вернемся к нашему сверхширику от Laowa. Мне было действительно очень интересно его протестировать по ряду причин. Ну, во-первых, я никогда не пробовал конкретно сам лично достаточно продолжительно снимать на какие-либо объективы компании Venus Optics, ну, то есть, собственно, Laowa. Но при этом я видел большое количество что текстовых, что видеообзоров на них, и все они, в общем-то, были восторженные, хвалебные. Я подумал, ну, блин, прям захотелось прикоснуться к прекрасному. Редко бывает такое, что все в унисон поют о том, что какая-то компания делает замечательные объективы. То есть, ну, всегда есть какие-то нюансы. Тут тоже есть какие-то минимальные проблемки, но ничего серьезного, что меня бы могло отвратить. Ну, во-вторых, у меня очень маленький опыт съемки на сверхширокоугольные объективы. Я, конечно, на той же микро 4 третьих использовал разные, типа там Samyang 7,5 мм фишай, еще там какие-то подобные. Я видел там всякие мейки, еще какую-то хрень. Ну, то есть, очень много, на самом деле, таких сверхшириков подобных. Но все они, как правило, это именно фишай с вообще никак не исправленной дисторсией, отвратительным абсолютно искажением перспективы. Плюс и светосила у них низкая, там максимум 3,5. Да и качество картинки вообще очень неравномерное. У тебя там углы постоянно в каком-то мыле. Честно говоря, объективами я такими не пользовался, потому что считаю их, ну, таким баловством, говнецом. Единственное, что было смешно попользоваться в прошлом году таким шуточным объективом от Olympus 9 мм f8. Ну, там это так, чисто заглушечка для того, чтобы поприкалываться. И там искажений полно. На удивление, кстати говоря, даже у этого убогенького объектива дисторсия исправлена получше, чем у некоторых, которые гораздо дороже, чем он. В общем, мне хотелось и Laowa потестировать одновременно, и посмотреть на мир под каким-то другим необычным углом, получить такой своего рода новый экспириенс. Ну и с вами своим опытом непосредственно поделиться уже. Ну и прежде чем мы приступим уже к детальному обзору самого объектива, я бы хотел все-таки пару слов сказать про Venus Optics. Это китайская компания, относительно недавно появилась на рынке, в 10-е годы, примерно в то же время, когда и всякие вот эти уже названные мейки, Seven Artisans и вот это вот остальная вот эта вот кодла китайских деятелей ширпотреба. Но от всех этих копеечных партизан Laowa отличается все-таки несколькими вещами. Это высочайшее качество изготовления, то есть никаких люфтов, каких-то косяков, там, не знаю, при сборке ничего такого нет. Собраны они всегда просто великолепно. Вероятно, у них очень хороший контроль качества на производстве, то есть объективы прям вот отлично собранные. Ну, отсюда вытекает второе важное отличие его от других китайцев. Это то, что у Laowa все-таки стоимость гораздо выше. Там, в среднем какой-нибудь 7 партизан объектив стоить будет там, ну, 100-200 баксов максимум, да, там это прям потолок цен для них. Здесь объективы зачастую стоить начинают от $500, но они этих денег прям вот действительно стоят. То есть в любом случае у объективов от Laowa ниже, чем у чего-то аналогичного в родной системе находящегося. Тот же объектив 100 мм f2.8 стоит, ну, в 2-2,5 раза дешевле, например, чем кэноновский 100 мм f2.8. Да, здесь не будет автофокуса, но в макро
зачастую автофокус не то чтобы сильно нужен людям, особенно на таком фокусном расстоянии. Ну и последнее, что очень сильно отличает Laowa на фоне других каких-то конкурентов, это их уникальность и узкая специализированность. Они делают объективы достаточно нишевые для какой-то определенной аудитории, и основных направлений здесь два. Это сверхширокоугольные объективы и макрообъективы. Ну, я упоминал уже абсолютно замечательный 100 мм f2.8 ультрамакро, который имеет увеличение 2 к 1, что прям вообще отлично. Также в макронаправлении у них дорогущий, но очень крутой объектив есть 24 мм f14. Ну, я думаю, видели уже все этот хоботок. Также под самые разные байонеты Laowa производит и сверхширокоугольные объективы на любой вкус и цвет, и, в общем-то, на любой кошелек, потому что там есть и подешевле, и подороже. Особенно выделяется, пожалуй, серия Zero D. Это объективы, у которых прям полностью исправлена дисторсия, никаких искажений нет. То есть объектив сверхширокоугольный, он запредельно широкий угол имеет, но при этом углы у тебя ровные, ничего там не корежит. В максимум в серии Zero D, ну там 1% где-то дисторсия бочкообразная присутствует. Также есть у них сверхширики с тилт-шифтом, что вообще замечательно. И вот этот тилт-шифт объектив тоже Zero D, и стоит он гораздо дешевле, чем у родных систем. Ну, не так давно, буквально там пару-тройку лет, наверное, назад у них появилась еще и светосильная серия объективов под названием Argus. Там уже у объективчиков под разные системы дырка f0.95. Ну и как вы поняли по всему моему вот этому описанию, они все-таки разрабатывают оптические схемы самостоятельно, сами их математически рассчитывают, не берут какие-то за основу уже готовые схемы. Ну, может, там на что-то опираются, да, ну, дорабатывают в любом случае под свои какие-то стандарты, под свои задачи. Ну и, собственно, поэтому они очень сильно отличаются от всевозможных китайцев, которые клепают какие-то простенькие объективы со столетними оптическими схемами в подвале. Нет, это серьезная, мощная компания, которая делает серьезные солидные объективы. Ну а теперь, когда вы получили общее представление о том, что такое Venus Optics и Laowa, пора бы уже непосредственно сам объектив ручками потеребить. Объектив совсем крошечный, но при этом весит он целых 200 граммов. Байонетное крепление здесь тоже металлическое, но влагозащиты, к сожалению, нет. Ну, в принципе, это не столь важно. Качество сборки тут прям божественное, все идеально подогнано, ничего не люфтит. То есть, ну, прям отлично сделано. То есть, тут написано, конечно, вот Made in China, но это совсем не позорно, потому что Laowa, вот этот бренд, ну, это, на самом деле, Venus Optics называется фирма, они, в общем-то, славятся очень высоким качеством. Ну и объективы у них, в общем-то, при этом не дешманские. Колечко фокусировки находится спереди, оно достаточно широкое и тугое. Фокусировка от полуметра и менее имеет прям вообще очень большой ход. Минимальная дистанция фокусировки, как видите, здесь 12 сантиметров. То есть прямо очень тонко можно настроиться. На самом деле здесь вот очень маленький ход по причине того, что в принципе все равно у тебя все в резкости, практически всегда это все-таки сверхширик. А вот колечко диафрагмы мне не очень нравится. Оно узкое, и у него не очень такая сильная насечка, трудновато его переключать. Оно, ну, не всегда удобно им, в общем, пользоваться, особенно когда объектив надет на камеру, то есть тебе немножко еще камера же мешает, особенно если у нее есть хват, то тут приходится как-то левой рукой там, ну, страдать кончиками пальцев, переключая его. Но, в общем, к этому привыкаешь. В перчатках особенно неудобно. То есть голыми руками еще ничего, тактильно можно там эти насечки нащупать. Щелчки здесь есть только на самих стопах конкретно. Не отщелкиваются трети. Но от F4 до F2 довольно тоже большой ход. И здесь вот эти все промежуточные значения без щелчка, конечно, но диафрагма в любом случае их отрабатывает. То есть ты когда крутишь, здесь диафрагма, естественно, меняется. Хотя, опять же, повторюсь, в таком сверхширокоугольном объективе это не так уж важно. Тут всегда большая грипп, только, собственно, вот, когда ты что-то ближе, чем полметра начинаешь фокусироваться, там уже есть смысл у более тонкой настройки, и здесь она присутствует. Фокусное расстояние, напомню, здесь 7,5 мм, что в эквиваленте такой же угол обзора, как 15 мм на полном кадре. Диаметр светофильтра 46 мм. Передний элемент, кстати, обычно очень сильно выпуклый у таких широкоугольных объективов. Здесь он не торчит за пределы, конечно, тоже
такой как бы изгибается, но не выглядывает, то есть он не мешает надеванию светофильтров. И светофильтры можно накручивать любые, потому что при фокусировке здесь ничего не крутится, все осуществляется внутри корпуса. В комплекте, что немаловажно, также еще идет прекрасная бленда, она тоже сделана из металла, то есть это не какой-то там дешманский пластик, как у некоторых бывает объективов. Здесь полностью все металлическое. От сверхширокоугольного объектива с фокусным расстоянием эквивалентным 15 мм, конечно же, стоило бы ожидать, пожалуй, сильных перспективных искажений, сильной бочкообразной дисторсии, но их тут практически нет. На самом деле заметны только трапециевидные искажения, когда банально ты снимаешь что-то снизу вверх, и у тебя корежит перспективу из-за широкого угла. Но это и понятно, это же не tilt-shift объектив. Здесь можно решить этот вопрос на постобработке, например, захватив побольше в кадр и потом за счет кропа выровнять перспективные искажения. Или просто подобрать ракурс, при котором все будет гораздо более ровным. Как видите, по моим снимкам, дисторсия, конечно, может быть и присутствует, не очень-то большая, но она не сильно заметная. Здесь очень хорошо исправлены бочкообразные искажения. Наверное, где-то на уровне 10%. То есть я, когда загружал в конвертер, естественно, там никакого профиля объектива нет, он автоматом сам ничего не исправляет. И когда я исправлял, прям вообще чуть-чуть исправлял в некоторых кадрах дисторсию. В большинстве случаев я оставлял как есть, потому что там особо это в глаза не бросалось. Поэтому я считаю, что Laowa 7,5 мм f2 прекрасно подойдет для съемки какой-либо архитектуры или, допустим, интерьеров, особенно в условиях ограниченного пространства, потому что картинки с него действительно получаются очень ровные, и при этом у них очень хорошая детализация. Резкость у объектива вообще фантастическая. Я снимал в основном на диафрагмах f5.6 и f8, чтобы был в гиперфокале. Но если ты в темные условия какие-то заходишь и открываешь дырку до f2, да, здесь, конечно, появляются небольшие проблемы в самых углах кадра. Но не то, как вы подумали, как это бывает у дешевых каких-то объективов, где у тебя там на открытой дырке середина, где-то где у меня сейчас лицо находится, будет, допустим, резкая, а сразу все за лицом, все в мыле и говне. Нет, такого здесь нет. Здесь только самые-самые уголочки, прям самый край, они будут иметь проблемы. Буквально в углах немножко мыльнее картинка становится, немножечко хроматических аберраций, но ничего такого уж прям супер значительного там нету. Ничего такого, что нельзя было бы исправить на посте. Как минимум, если ты захватишь, опять же, чуть побольше, ты можешь слегка обрезать эти проблемные места, кропнуть, прям вообще незначительно. Там сильно картинка по качеству не пострадает. А хроматические аберрации, которые на F2 присутствуют, можно исправить буквально одним кликом. Там ничего непоправимого не появляется. Но вообще картинка становится очень ровной, без какой-либо хромоты, без какой-либо мягкости. На F2.8. На F2.8 уже вполне себе можно снимать все, что угодно, без каких-то оговорок. С F4 уже прям супер все ровное, абсолютно. Картинка не отличается в углах и в середине. На максимально открытых диафрагмах все-таки присутствует немножечко виньетка. На F2, F2.8 она еще заметна. После F4 ее уже абсолютно нет. Вообще объектив я использовал, как уже сказал, в основном на диафрагмах, начиная от F5.6, потому что за счет того, что у него очень широкий угол, за счет того, что я использую, естественно, на микро 4/3, потому что он под нее сделан. Здесь просто глубина резкости очень большая. И на f5.6 он практически гиперфокален. Все, что там от полуметра, у тебя будет в резкости 100%. Но объектив довольно близко фокусируется, так что если ты захочешь вдруг поснимать какое-то, такое на ширик макро, я не знаю, смешно звучит, но если вдруг тебе действительно взбредет в голову такая идея, то ты можешь на максимально открытой диафрагме чуть-чуть повозиться с
пикингом, увеличить там этот участок картинки, куда фокусируешься, и все-таки попасть. Думаю, вы понимаете, что про гиперфокал я заговорил не просто так, потому что я довольно много поснимал и стрит-фотографий на этот объектив. И сразу скажу, что здесь тоже есть некоторые проблемы, потому что, ну, во-первых, чтобы нормально снять человека, чтобы он, ну, в кадре как-то разместился более-менее, нужно, ну, прям очень интимно близко его уже фотографировать, из-за чего, конечно же, перспективные искажения будут колбасить его фигуру. Но, с другой стороны, это тоже занятно выглядит. Чтобы снять человека, чтобы он поместился тебе в кадр, на такой сверхширик надо, ну, я не знаю, там, снимать его с каких-то сантиметров уже, даже, наверное, даже не с полуметра. Вот. Ну, это, в общем-то, забавно. Также есть другая небольшая проблемка, потому что я привык снимать людей и вообще стрит-фотографию, не глядя в камеру. То есть я просто, ну, прикрываю дырку, навожусь примерно там, да, в сторону человека, на широкий угол умеренно. Обычно я привык все-таки к 28 миллиметрам, ну, там, плюс-минус 35, например. Здесь же прям совсем очень широкий угол, и у меня бывали случаи, когда, ну, кадр был запорот, потому что попадала часть, например, там, моей куртки, рука моя, собственно. Я сам, короче, в кадр уже влезал, пока фотографировал. Ну, вообще, мне с непривычки было тяжеловато, потому что, ну, слишком много в кадр захватывается лишних каких-то деталей, которые могут отвлекать. Ну, все-таки это издержки широкого угла. Но если ты снимаешь чуть поодаль от объекта съемки, да, от человека находишься, то визуально из-за фокусного расстояния кажется, что, опять же, человек сильно далеко от тебя, дальше, чем это есть на самом деле. С другой стороны, такие кадры, они имеют все-таки какую-то динамику, потому что, опять же, да, искажается немножко перспективно сама фигура идущего человека, там, ну, как-то более динамично. Короче говоря, несмотря на вот эти небольшие трудности, в основном связанные просто с малым опытом у меня использования подобных объективов, стрит-фотографии мне понравилось на него снимать. Вот прям классная штука. Подольше бы он у меня побыл, я бы потренировался, возможно, и набил бы руку, потому что можно очень даже таких забавных кадров поделать. Также мне на этот объектив понравилось снимать и в целом какие-то такие общие городские зарисовки с необычных каких-то ракурсов, особенно какие-то дворики, колодцы, к примеру, потому что если ты поднимаешь вверх камеру, у тебя весь этот дворик, в общем-то, помещается, можно захватить прям максимально вот этой вот атмосферы. Также мне показалось, что объектив будет неплох для съемки каких-нибудь тачек. Например, если ты занимаешься автофото каким-нибудь, то салон на такой широкий угол, да еще с такой хорошей резкостью, да и с исправленной достаточно хорошо дисторсией, можно классно отснять. Да и сами тачки при желании можно снять с каких-нибудь драматических таких ракурсов. Также я более чем уверен, что объектив Laowa 7,5 мм f2 замечательно подойдет и для съемки ночного неба, но, к сожалению, у меня не получилось его снять, потому что, ну, объектив все-таки был у меня ограниченное время, я не смог дождаться в Петербурге ясного чистого неба и съездить на дачу, сделать для обзора пример. Ну, я думаю, что вы сами понимаете, светосила f2 это довольно хорошо, широта угла тоже замечательная, так что думаю, что звездное небо снимать на него классно. Вердикт у меня простой. Laowa 7,5 мм f2 это замечательное, прекрасное стекло, мне оно очень понравилось. Да, можете считать меня каким-то восторженным дурачком, я тут типа особо минусы какие-то не озвучиваю, которые у него, в общем-то, наверное, тоже есть, если там совсем уж докапываться. Но вообще я давно не получал такого кайфа от использования какого-то объектива, особенно стороннего объектива, так что могу очень смело рекомендовать его всем микрушникам, которым вдруг, если нужен вот прям сверхширокий угол, и они не хотят огромное количество бабок тратить на родные объективы. Есть у Olympus, например, очень классный 8 мм f1.8. Он, конечно, оптически, скорее всего, круче, но, опять же, не в 100 раз. Но он зато при этом еще и значительно дороже. Так что такая Laowa будет отличным выбором. Ну и объектив сегодня рассматривал старой версии. Есть уже и обновленная версия, у которой диафрагма регулируется уже в тушке, потому что Laowa, они присоединились к вообще системе микро 4 третьих, и теперь можно электронно регулировать диафрагму
колесиком на тушке и не париться. Это гораздо удобнее. Ну и, кстати, недавно, буквально пару недель назад, прям реально буквально пару недель назад, вышел объектив Laowa 6 мм f2, тоже для системы микро 4 третьих, только он уже из серии Zero D, то есть с исправленной дисторсией. И вот такой объективчик я бы прям реально хотел себе заполучить, потому что, ну, в эквиваленте это получается очень широкий угол 12 мм, и при этом с исправленной дисторсией. Это вообще просто космическая какая-то вещь, это, скорее всего, просто бомба. Я бы с большим удовольствием заимел такой объектив к себе в личное пользование, но все-таки финансы мне не позволяют, стоит он 500 баксов. Я, к сожалению, деньгами сейчас пока что разбрасываться не могу, даже для собственного такого уж удовольствия. Но я надеюсь, что вам было интересно посмотреть мое видео, узнать мое мнение про этот объектив. Всем хороших снимков, пока-пока.